Всем привет, ребят, с вами как всегда Дред, и сегодня у нас вот такой вот крутецкий меч под названием Great Sword из игры Dungeon Hunter 5. Погнали. Я уже не раз говорил, что разработчики игр заказывают у меня всякие предметы из своих игр. Они их разыгрывают или вешают на стенку у себя в офисах. Разработчик этой игры не стал исключением. Так как игра заточена под Android и iOS, то вытащить полноценную модель в хорошем качестве не получилось. И мне пришлось прибегнуть к помощи моего товарища 3D-моделиста, чтобы он с нуля и полной детализации разработал мне 3D-модель этого меча. Не знаю, как он это делает, но у него реально круто получается. Данный меч буду делать с помощью ЧПУ станка и 3D принтера, только потому, что на все про все у меня всего 4 дня. Да, сегодня будет самый что ни на есть технологичный крафт с помощью станков и 3D принтеров. Я не вижу в этом ничего плохого, так как уметь пользоваться данными станками тоже надо уметь. После создания 3D модели данного меча я загнал все части меча в WordCam. Это программа для создания управляющей программы для ЧПУ станков. Ну и задал параметры режущего инструмента, а точнее фрезы. На ЧПУшке я буду вырезать основу меча, гарду и мелкие лезвия, которые будут по краям. В качестве материала взял по старинке МДФ, он достаточно хорошо обрабатывается. Единственное, пришлось склеить несколько листов для основы меча и гарды, так как их высота 28 и 50 мм каждая половинка. Ну а пока наш клей подсыхает, давайте поближе познакомимся с игрой Dungeon Hunter 5, в которой нам предстоит выбрать путь доблестного воина на пути возмездия, или же стать охотником, которого интересует только нажива. Крутая графика и анимация героев приближает ваши RPG-приключения к реальной жизни. Вам предстоит преследовать чудовищ, темных магов и прочих злодеев на протяжении 90 миссий. В вашем распоряжении почти 1000 предметов снаряжения, доспехи, мечи, сабли и арбалеты, а также вы сможете использовать сотни заклинаний и управлять стихиями. Простейшее управление позволит вам исполнять даже самые сложные трюки. Постройте свою крепость и обороняйте ее. Берите в союзники других воинов, их помощь придется кстати не только в мультиплеере, но и в одиночных заданиях RPG-компании. Ссылка на игру будет под роликом, ну а также вас там ждет еще кое-что. Ну что, начнем фрезеровать детали. Не стал сильно загружать станок и поставил фрезеровку со скоростью прохода режущего инструмента 3 см в секунду. В общей сложности со всей подготовкой фрезеровка у меня заняла примерно 15 часов, но оно того стоило. Вот, кстати, такое качество в итоге получаем при использовании фрезы диаметром 1,5 мм. Да, видны мелкие ступеньки, но их можно будет в дальнейшем шлифануть. Это как никак МДФ, и он даже при обработке наждачной бумагой ворсится. Основу меча и гарду я все же решил фрезернуть уже 3-мм фрезой, дабы сэкономить немного времени, и, как мы видим, результат получился тоже хороший. Ну что ж, после 15 часов непрерывной фрезеровки у нас получились вот такие вот детальки. Но это еще полдела, и теперь нужно будет шлифануть все это дело наждачной бумагой, зернистостью примерно 150 грит, дабы убрать ворс с МДФа. Ну а уже после предварительной шлифовки можно будет склеить все детальки. Основу меча и гарду также проходимся наждачной бумагой 150 грит. И далее грунтуем все детали автомобильной грунтовкой в один слой. Это слой проявочный, и он нам покажет все мелкие косяки. Корону, морду, рукоять и навершие я напечатал на 3D принтере и использовал пластик фирмы REC. Я, если честно, еще не разобрался полностью с 4-й осью на своем ЧПУ, и поэтому я их решил напечатать, но все еще впереди. 3D-шные детальки также шлифуем, склеиваем и затем грунтуем в один слой грунтовки для проявки косяков.
Ну что ж, грунтовка подсохла, и теперь можно склеивать все части основы и гарды и приступать к шлифовке торцов. Перед установкой гарды на свое место на каждую сторону я приклеил по морде с короной. Клеил я все на 5-минутный эпоксидный клей. И еще кое-что. Живописная локация для соло-компании и мультиплеера, от мрачных подземелий раздробленного королевства Валентия до заброшенных застав на землях варваров. Еженедельные акции и легендарная охота дают вам шанс победить в бою босса, самого страшного существа подземелья, и получить эксклюзивное снаряжение. Поэтому добирайтесь до вершин рейтингов, ведь победителей ждет нереальная награда. Загружайте Dungeon Hunter 5 прямо сейчас, иначе ваше промедление может обойтись миру слишком дорого. Навершие рукояти гарда на мече спроектированы так, чтобы они одевались на 25-ю стальную трубу. Мы усилили этот узел, так как меч будет довольно увесистый. На навершии и рукояти отверстия под эту самую трубу уже есть, а вот на гарде нет, так что это нужно будет исправить. Несущую трубу в гарду вклеиваем на тот же эпоксидный клей. Я сделал несколько отверстий в трубе, чтобы крепче держала. С рукоятью и навершием поступаем так же. Ну что ж, финишная прямая, осталось кое-где зашпаклевать, еще раз грунтануть и можно красить. Кстати, многие спрашивают, какую краску я использую для покраски проектов. Краска всегда разная, но в основном это Train, Артон или Монтана. Это все краска для граффити или для хобби. У нее хорошая укрывистость и да, она стоит дорого. Ну а для покраски аэрографом я использую эту же краску, только стравленную в баночку. Как стравить краску из баллона, можно найти в интернете, это достаточно просто. Ну что ж, финишная прямая. Осталось вот эти самые детальки, которые представляют собой лезвие клинка, подвесить в воздухе. Это можно сделать с помощью стальной проволоки, как я и сделал, или вставить между основанием и лезвием прозрачный акрил, и будет почти то же самое. Ну что ж, на этом все. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был, как всегда, Дред. Всем пока-пока.